Всем привет! Сегодня у меня возникла такая идея записать видео о том, как я читаю свое письмо из прошлого. Я написала это письмо 8 августа 2020 года, и это было такое задание, как часть подготовки к проекту, на который я ездила с сентября 2020 года по сентябрь 2021 года. Называется он «Экоэнергия». Я думаю, все, кто сейчас смотрит это видео, наверное, знают о том, что я ездила в Финляндию на этот проект. И я писала себе письмо, которое я должна была как раз-таки прочитать в конце своего проекта, а точнее 1 сентября. И вот сегодня 1 сентября формально и официально мой проект уже закончился. Я больше не волонтер экоэнергии. И поэтому я подумала, что будет классно подытожить мой год тем, что я прочитаю это письмо, в котором я задаю себе вопросы, и я отвечу на эти вопросы здесь, в этом видео, и, соответственно, я думаю, что это будет интересно посмотреть мне через какое-то время, ну и вам сегодня. Терва Тамара в будущем. Это Тамара в 2020. Ты помнишь, как ты писала это письмо? Нет, я не помню, как я писала это письмо. Я сейчас пишу тебе из Питера. Сегодня 8 августа 2020 года. Я лежу на кровати дома и ем жареную картошку с лисичками. На связи у меня Адам в скайпе. Мы не виделись с ним уже 5 месяцев. 5 месяцев. Это очень долго. Мы только что позанимались английским с Майклом. Впереди тебя ждет экзамен IELTS. Ты сейчас очень активно занимаешься Тамарикой, собираешь документы на поступление за рубеж и ждешь, когда поедешь в Финляндию на проект «Экоэнергия». У меня к тебе есть несколько вопросов. Ну, давайте начнем. Вопрос номер 1. Ты сдала IELTS? На какой балл? Сейчас бы я очень хотела сдать на 7,5 или 8 баллов. У тебя получилось? Да, я сдала IELTS на 7,5 баллов в октябре 2020 года. И я тогда думала, что 7,5-8 это очень большой балл, и что, может быть, у меня не получится, но когда я получила результат, я расстроилась, потому что я думала, ну, почему у меня не 8, почему у меня не 9? Это интересно, что я думала, что 7,5 это много, но потом получила 7,5 и расстроилась. Такая вот классическая жизнь. Поступила ли ты куда-нибудь за границу по стипендии? Да, об этом тоже мало кто знает, но я действительно поступила за границу, в британский вуз, я получила стипендию 13 тысяч фунтов, но, как, наверное, уже понятно, я не поехала на эту стипендию, потому что я посчитала все наши средства, и мы решили, что финансово правильным решением будет не ехать в Великобританию. Это, в общем, такая история, в общем, не очень получилась, но получилась. То есть в итоге я никуда не поехала, но, в принципе, я поступила на стипендию. Действительно, да, это правда. Вы еще встречаетесь с Адамом? Если да, будете ли вы жить вместе в этом году? Вы поженились? Да, вы уже, наверное, все, кто смотрит это видео, уже знают, но Тамара в 2020 году этого не знала, что действительно мы с Адамом продолжим наши отношения, и на 5 лет наших отношений мы поженились, вот, кольцо. Да, и, конечно, я переживала, что мы не выдержим, потому что тогда мы не виделись уже 5 месяцев, и потом мы узнали практически в последний момент, что Адам сможет со мной жить в Финляндии в этом году волонтерском. Поэтому да, это, конечно, ну, здорово. Я очень рада, что это получилось. Я не ожидала, это просто все решалось в последний момент, поэтому я очень рада, что в итоге все так разрешилось, и что я вышла замуж за Адама, и у нас все прекрасно, мы прекрасно живем. Вот сейчас я записываю это видео в Ноли Studios в центре Хельсинки, мы здесь уже прожили почти год, и, конечно, я просто не могла ни о чем больше мечтать. Ты еще занимаешься Тамарикой? На сегодняшний день в нашей группе в Фейсбуке 74 человека, сейчас там уже больше 1000, да? Кто не знает, Тамарика School — это проект, которым я занималась летом 2020 года. Мы участвовали в проекте Alibaba Get Challenge, в котором мы с моей командой заняли 7 место в России, поэтому это было классно, это было здорово, мне понравилось, стартапы, вот эта вот энергия, это все круто. Я не занимаюсь сейчас Тамарикой School, и насчет 1000 подписчиков в Фейсбуке, у нас сейчас вроде бы там где-то в районе 160 подписчиков, так что, в принципе, мы неплохо
выросли за вот то время, которое мы вкладывались эмоционально и как бы физически в это. Но я, к сожалению, все на своих хрупких, усталых уже плечах, я не смогла просто это вынести, поэтому мне пришлось перестать заниматься Тамарикой. Но, возможно, уже в следующем месяце вы будете видеть, как я говорю: вот, Тамарика School, давайте. Я думаю об этом сейчас. И последнее, конечно же, то, почему я делаю это видео, это последний вопрос: как экоэнергия? Ты там устала? Получилось ли совмещать с Тамарикой? Нормальная ли была работа? Как там Стивен? Я этого всего еще не знаю, а ты уже свободна как птица. Круто. Мне этот опыт в экоэнергии дал просто невероятное количество всего. Я безумно благодарна и рада, и просто, я не знаю, все, что можно хорошее сказать об экоэнергии, я это могу сказать. Я рада каждому дню, я благодарна за все эти возможности. У нас были нереальные встречи с большими клиентами. Я общалась с одними из топовых людей вообще в индустрии энергии в России. Я занималась очень-очень большим объемом работы, и я не уставала от этого объема, потому что просто вот эта идея и эти знания, которые я приобретала, это стоило всех моих там усилий, всего времени, которое я за этим проводила, потому что я бы так много о возобновляемой энергии, особенно о возможностях возобновляемой энергии в России, я бы не узнала нигде. И в начале своего проекта мне кто-то задал вопрос: ты бы хотела бы работать в этой сфере? И я сказала нет. Но сейчас уже я говорю однозначно да, потому что, конечно, я сейчас уже понимаю, насколько это огромная тема и насколько это вообще будет у нас дальше в мире развиваться, и что возобновляемые источники энергии — это единственные источники энергии, которыми сейчас вообще человечество должно пользоваться. Но это такая большая тема, и об этом я очень много говорила, кстати, на панельной дискуссии, в которой я участвовала как спикер. Стивен, мой руководитель, просто был прекрасен, и с Тамарикой, как я уже сказала, совмещать не удалось, и работа была прекрасной, я вообще в полном восторге, это то, что я хочу делать до конца своей жизни, вот именно коммуникации на правильное дело, либо это как-то в социальном секторе, либо это просто там в экологическом секторе, я вот прям очень теперь этим горю и очень это люблю, вот. И последнее, что я себе написала, это то, что я надеюсь, что у тебя все получилось, и я хочу расплакаться от того, как мне страшно за тебя, но у тебя всегда буду я плачу, пожалуйста, наслаждайся каждым днем, я люблю тебя, дальше только круче. Моя жизнь уже точно никогда не будет прежней, и я буду всегда вспоминать этот мой первый волонтерский год, первый год жизни за границей, когда нужно было все вот самостоятельно это решать, было страшно, было непривычно, было некомфортно, но вот именно вот в этом некомфорте как раз-таки я и росла, и это было очень важно, это был вот именно тот скачок, который мне был необходим, и, конечно, он был непростой, но, как вы понимаете, уже все к лучшему, и все получилось, все, что я хотела. Тамара из прошлого, спасибо тебе за вопросы. Тамара из будущего, я уже напишу тебе новое письмо, и теперь я буду каждый год каким-то образом вот подводить для себя хотя бы такие итоги. Спасибо экоэнергии, спасибо Финляндии, спасибо 2020-2021 году. Я безумно благодарна и никогда не забуду этот год.